Друзья, всем привет! С вами Айман Ескараева, юрист в Дубае. В данном видео я расскажу вам об особенностях законодательства, об особенностях законодательного устройства Объединенных Арабских Эмиратов. Дам вам самые основные нюансы, которые влияют непосредственно на вас, и в целом приведу примеры, каким образом это может коснуться каждого экспата, того, кто переезжает на территорию Объединенных Арабских Эмиратов. Друзья, подписывайтесь на меня на YouTube-канале, на Instagram-канале, где я более подробно веду свою работу по освещению тех или иных нюансов законодательства Объединенных Арабских Эмиратов. Также у меня есть Telegram-канал, где вы можете подписываться и видеть основные изменения, быть в курсе всех законодательных новшеств в Объединенных Арабских Эмиратах. Друзья, самое первое, необходимо понимать, что все законы публикуются исключительно на арабском языке. Причем для того, чтобы эти законы вступили в силу, они должны быть обязательно опубликованы в официальных периодических печатных изданиях. Какие-либо новости, какие-либо слухи о том, что вводится определенная новая система, новый закон, они остаются слухами до тех пор, пока этот закон не опубликуется. То есть вам это надо понимать в плане исполнения тех или иных законов, непосредственно влияющих на вас. Вторым моментом, который касается вас в связи с тем, что вообще все судопроизводство, все документация, дело производства на арабском языке, является то, что вам необходимо знать свое имя на арабском языке. То есть тот документ, когда вы получаете как резиденты ID, там указывается ваша фамилия, имя на арабском языке. И в будущем, в последующем, госорганы находят вас именно по вашему арабскому имени. Это очень важно понимать, когда вы делаете, например, доверенность, которую вы переводите в своей стране на арабский язык. И необходимо сверять правильность написания наших имен. Почему это важно? На самом деле на арабском языке отсутствуют какие-либо определенные буквы, которые присущи нашему алфавите. Поэтому если у вас будет, например, буква П в фамилии, то ее заменяют либо на Ф. Кроме того, в арабском языке отсутствуют вообще само по себе гласные буквы. Пишутся только согласные буквы, а гласные буквы, они, если там не вдаваться в подробности, в принципе, очень важно на слух ваше имя слышать, чтобы могли написать его на арабском языке. Также очень важно понимать, что непосредственно вас это касается, когда вы сдаете свои документы в государственные органы, они должны быть переведены на арабский язык. Так или иначе, именно влияние того, что вся документация на арабском языке, оно имеет к нам непосредственно отношение, когда мы сталкиваемся с какими-либо формальностями, с работой с документами, именно правильность написания каких-то, правильность перевода или правильность вообще использования того, на каком языке вы делаете, либо это будет исковое заявление, когда вы пишете, когда вы не обратили внимания на то, что ваши расходы увеличиваются в связи с переводом на арабский язык, например, это при подаче иска в суд. То есть такие нюансы влияют в конечном итоге на то, что вам необходимо это принимать во внимание и рассчитывать свое время и расходы. Еще одним важным моментом, друзья, при понимании законодательного устройства этой страны необходимо учитывать, что в целом это государство является как федерация. У нас есть законы федерального уровня, которые распространяются на все без исключения Эмираты, а также есть подзаконные акты, которые каждый Эмират в принципе может в рамках своей юрисдикции принять и распространить на граждан, которые являются резидентами того или иного Эмирата. Например, как это лично вас касается? Когда вы процедурно подаете на кого-то жалобу в суд, например, если вы столкнулись, вы должны будете соблюдать законодательные требования по месту нахождения должника. Либо простой другой пример, если у вас есть какое-либо имущество на территории, допустим, Эмирата Рас-Аль-Хейма, или у вас есть имущество на территории какого-либо другого Эмирата, которым вы делаете нотариальное заверение документа, возможно, вы получаете наследство, у вас там есть, то есть все эти процедурные моменты, вплоть до продажи квартиры с небольшими нюансами, но отличается от законодательства и от самой правовой практики применения, например, от Эмирата Дубай. В каждом Эмирате имеются свои специалисты, которые знают тонкости работы того или иного учреждения государственного. Есть определенные нюансы, у каждого свои плюсы, минусы, сложности и привилегии, поэтому эти все нюансы необходимо учитывать, поскольку одно дело, когда это федерального уровня законы, другое дело, что на практике каждый Эмират, он немного отличается от другого, и вплоть до отличия в менталитете, в порядке работы и многие другие
факторы, которые вы, наверное, также на себе прочувствовали, когда принимается определенный закон, а другой Эмират у себя он немножко видоизменил этот основы такого законодательного акта. Говоря о теории права, очень важно отметить, что в целом для общего понимания сами Эмираты очень интересная страна в плане наличия разных правовых систем. Есть романо-германская правовая система, это система писанного права. Есть прецедентное право, которое распространяется в Дубайском международном финансовом центре. То есть прецедентное право – это англосаксонская правовая система. И есть также нормы исламского религиозного права, которые, если, например, это у вас будут семейные отношения, наследственные, завещания и так далее, то есть распространяется на такого рода семейно-брачные отношения. Как это непосредственно может повлиять на экспатов? Необходимо понимать, что если, например, вы подаете в суд документы, то вы будете руководствоваться нормами федерального уровня, законодательными актами писанными, например, гражданский процессуальный кодекс, у вас будет гражданский кодекс, это будет уголовный либо уголовно-процессуальное законодательство. Если же вы вступаете в брачные правоотношения, может быть у вас наследование, может быть вам необходимо зарегистрировать или расторгнуть брак, то в норму вступает норма исламского права. Конечно, там есть свои нюансы, когда это касается международных браков, но в целом именно распространяется в зависимости от отрасли права. Ну и, конечно же, отдельным особняком стоит Дубайский международный финансовый центр. По аналогии также есть и в Казахстане такой центр АИФС, да, Астана международный финансовый центр. Поэтому в таких отдельных, скажем, кластерах, юрисдикциях, где создается климат для развития бизнеса, государство может принять и внедрить другую систему права, такую как, например, англосаксонское право, которое основывается на прецеденте, на прецедентном, когда вы видите фильмы и говорят, там есть вот согласно решению такого-то суда в таком-то году, то есть это было много лет назад, и на основании решения какого-то конкретного судьи, который является для них уже ориентиром для последующих судов. Как это на вас непосредственно повлияет, друзья, если вы трудоустроились в DIFC, если у вас какие-то открытия компаний, если у вас споры, связанные с тем, что вы в этой юрисдикции, то есть тогда на вас распространяется норма англосаксонского права. Например, для экспатов также важно понимать, что нормы федерального закона, элементарно закон о труде, который ввелся 2 февраля, в действие в Объединенных Арабских Эмиратах распространяется на всех без исключения, за исключением, точнее, работников Дубайского международного финансового центра, а также Абу-Даби Global Market. У этих фризон есть свои законы трудовые, свои внутренние законы, которые полностью отличаются от того, что принято для всех других эмиратов и фризон на федеральном уровне. Еще очень важной особенностью законодательства, законодательного устройства Объединенных Арабских Эмиратов, друзья, является то, что здесь нет палат парламента, нету долгих процедур по чтению, да, первое там чтение, второе, то есть законы принимаются быстро, легко и просто. На практике это на самом деле и хорошо, и где-то, может быть, есть свои нюансы, минусы, потому что с одной стороны, страна имеет возможность быстро внедрить, апробировать, и если вдруг этот закон не сработал, его отменить. С другой стороны, это немножко налагает для нас, для юристов, сложности, когда одно дело закон не поспевает, то есть подзаконные акты не поспевают, и где-то есть коллизии норм, то есть само по себе, когда очень быстрое внедрение возможно, оно также вызывает для вас на уровне, вот для любого экспата, что закон быстро поменялся, а это еще не дошло, например, для простого работника, который выдает там в визовых учреждениях какие-то документы выписывает, да, такое, например, было, когда отменили вообще необходимость, помните, закон был у нас раньше, декриминализировали небрачных детей, когда внебрачное отношение были, и было очень сложно, вообще практически невозможно получить свидетельство о рождении ребенка, если не было официальной регистрации брака, то есть это было уголовное правонарушение. На данный момент и вообще в тот момент, когда это отменили, сами медицинские учреждения, они еще не дошли до уровня, когда они были готовы выдавать свидетельства, так как подзаконные акты в тот момент еще не изменили, несмотря на то, что основным законом отменили и необходимость наличия обязательно свидетельства о регистрации брака родителей новорожденного.
Друзья, это была основная информация по законодательному устройству Объединенных Арабских Эмиратов. Надеюсь, эта информация была вам полезна. Я привела примеры. Также, если у вас какие-то вопросы возникают, вам интересно в целом устройство, можете задавать свои вопросы в комментариях к данному видео. И подписывайтесь на меня в Инстаграм, на YouTube канале. Спасибо всем за внимание.